Сегодня я покажу свой любимый способ создания интересного цветка, необычного, сложного внешне, пуансетии. Для этого нам понадобится шерсть. Шерсть, как правило, я беру остаточки, которые у меня где-то дома залежались. Заодно они уходят на такие вот проекты мелкие. Точно так же с вискозой. Вискозу тоже беру клочки, которые вроде бы никуда больше не используешь, но в таком маленьком проекте с мелкими деталями это очень даже подходящий материал. Можно использовать нити сари, шелковые, банановые. Это очень интересный материал. В этом проекте нам нужна будет проволока. Проволока 0,6-0,8 мм. Такую мы здесь используем. Такие рисунки лепестков, шаблоны нам помогут легче создать форму. Дальше мы должны проволочку нарезать отрезками длиной чуть больше, чем длина нашего листика или лепестка. Пуансетти такое сложное строение, что, в общем-то, эти, которые цветные лепестки, это скорее не лепестки, а листочки. Не цветы, а листики. Вот я беру концы кусочков проволоки, я загибаю их, делаю на кончиках такую петельку. Делаю это круглогубцами, такой инструмент с круглыми губчиками. Я делаю такую петелечку. Маленькую совсем, но она нам поможет в дальнейшем. У цветка будет простой, в общем, можно сказать, даже упрощенный каркас. Это всего-навсего проволочки определенной длины. На них с одного конца загнута петелечка, как вы видели. Проволочка должна быть примерно на сантиметр, на 1,5 длиннее, чем листик, который мы делаем. Вначале эти проволочки нужно подготовить. Я беру маленькую прядь шерсти, гребенной ленты, обычно того цвета, какой будет у нас листик. И начиная с головки, с петельки, плотненько обкручиваю эту проволочку, каркас. Главное постараться, чтобы петелька была очень хорошо закрыта. Иначе эта петля может пролезть сквозь шерсть. Теперь мы приступаем к раскладке. Сначала я положила рисунок, шаблон, файл. Можно его закрыть просто пленкой. Сначала смачиваем мыльной водой все, или пленку, или файл. И потом начинаем раскладывать с внутреннего, то есть с изнаночного слоя. Изнаночный слой на таком небольшом объекте я предпочитаю делать тоже с вискозой, то есть его декоративным. Поэтому начинаю здесь работать с вискозой. Пуансетти у меня будет красно-зеленая. И я начинаю раскладывать следующее количество листов красные, то есть вот эту троицу листиков. Вы видите, что уже кое-какие заготовки у меня лежат здесь в видео, но в нашем таком ограниченном времени мастер-класса я не могу показать все детали, которые я делала, поэтому здесь показываю более крупную деталь. Мелкие делаются аналогично. Я начала с вискозы. Первый слой вискоза, красная. Не забывайте поливать время от времени. Красный может быть взят с переходами оттенков. И после раскладки слоя вискозы я начинаю класть шерсть. Шерсть может быть любая, гребенная лента тонкая, это может быть кардачос тонкий. Все на ваш выбор. Вначале я закладываю центральную часть лепестка прожилки, там, где будет прожилка у нас, каркас. И это нужно для того, чтобы ни в коем случае наш каркас не появился снаружи, чтобы его не было видно. Я закладываю шерсть достаточно плотно, особенно в том месте, где будет находиться наша скрученная петелька, головка этого каркаса. Вы видели, вначале я там показывала, что каркас мы не будем класть прямо в самый конец лепестка или листочка, а с небольшим отступом, где-то полсантиметра, сантиметр примерно. И
То есть я не буду доходить до конца, до кончика листика. И через центр мы выпускаем его, конец этого каркаса, в промежуток между листиками. После того, как я положила каркасы, обмотанные, как вы видели, шерстью, обязательно для того, чтобы каркас наш не вылез случайно, когда будет уже изделие готово. И закладываю теперь шерстью. То есть я положила вискозу, потом шерсть, каркас и теперь снова шерсть. Особенно внимательно нужно подойти, опять же, к тому месту, где у нас торчит, где находится, вернее, головка каркаса. Я немножко использую разных оттенков шерсти. Беру чуть-чуть такого бордового темного. Ну, тут можно фантазировать, все на ваше усмотрение. После того, как я заложила, вернее, шерсть, я начинаю работать с вискозой. Вискозу тоже беру разных оттенков. Красную, немножко малиновой, можно оранжевые оттенки. Вообще пуансетти бывает очень разных цветов. Сейчас вы видите раскладку лицевой стороны. То есть я здесь уже буду прорисовывать некоторые прожилки, играть с цветом. Пуансетти часто бывает, что у красных листочков какие-то другие оттенки: розоватые, желтые, зеленоватые. Вот это я и попытаюсь здесь повторить. Я добавляю желтую вискозу, добавлю немножко коралловой, может быть оранжевую, немножко зеленой, то есть зеленую салатовую, такую нежную. Видите, какая декоративная получается по цвету поверхность. Можно также на нее добавить немножко нитей шелковых или сари, или бамбуковых. То есть они придадут такую интересную еще фактуру. Просто положить, сверху добавить, немножко отдекорировать еще вискозой. Вот я добавила коралла. И теперь начинаю работать уже с прожилками. Прожилки делаю более темной вискозой. Это не черная, хоть она и выглядит здесь совсем темно. Это темно-бордовый оттенок. Прокладываю такими легкими прядями. Плотно их скручивать не нужно, иначе они просто будут жесткими такими волнистыми линиями. Но не очень, я думаю, что это подходит к этому цветочку. Теперь, после того, как я разложила поверхность, я начинаю работать с краем. Край нужно собрать. У нас, когда мы раскладывали, и вот я не сказала, мы делаем раскладочку так, чтобы у нас вискоза немножко выступала за края рисунка, а шерсть, когда мы раскладываем по вискозе, она не должна выступать за край рисунка, шаблона. Сверху вискоза тоже может выступить. Здесь я делаю так, обратите внимание, чтобы немного было видно, чтобы торчало вот наш конец проволочки, чтобы его было видно. Ну и собираю край такими скользящими легкими движениями почти вдоль края под 45 градусов. Потом с пленочки с нашей я либо снимаю, либо оставляю на ней. Вот с файла обычно снимаю, на пленке можно оставить, и потом просто эти детальки уже дальше начинать сваливать. Еще немного особенностей декора на зеленом листочке. На зеленом, как и на красном, тоже должны появиться какие-то оттенки. Ну, нет, не должны, конечно, но могут. Это может быть желтый, также коралловый и даже красный. То есть смотрите в интернете, как устроены эти цветы, какие у них особенности. Вообще цветок очень интересный для работы, советую попробовать. Точно так же прорисовываю жилки, но если там я делала их бордовым цветом вискозы, то здесь я делаю таким темно-зеленым. Точно так же отрываю коротенькую прядь, можно конец немножечко подкрутить и положить его в виде прожилки. Но опять же посмотрите на фотографии, как идут прожилки у этого цветка. Все заготовки сделаны, и теперь мы можем приступить к серединке цветка, к очень интересным тычинкам. Они у пуансетти особенные. Вы видите, как они интересно выглядят. Это
тычинки, которые я сама дорабатывала. И сейчас покажу, как я это делаю. Я беру готовые тычинки, у которых с двух сторон тычиночка на стебельке, то есть на ниточке. Они хорошо обработанные, проклеенные. Я беру 5 штучек. Вообще я предпочитаю японские тычинки использовать, не китайские. Китайские очень ломкие. Но для этой ситуации подойдут и китайские. Я беру 5 штук, держу их вот таким пучком и делаю для них как бы основание. Я беру проволочку и накручиваю их, связываю снизу с одного конца. Это для того, чтобы воспользоваться краской. Я буду красить их акриловой краской в нужный мне цвет. Делаю, видите, замотала проволоку и показываю, что они должны быть у меня зеленые, не такие вот беленькие, а зеленые. Я использую акриловую краску. Здесь у меня зеленая, красная и желтая. Вначале у нас будет использована зеленая. Зеленый такой салатовый оттенок. Я делаю такое пружинистое как бы основание. У меня родился такой способ. Может быть, кто-то придумает это делать по-другому. Но я вам рассказываю о своем. И теперь у меня готов этот пучок, и я его начинаю окунать в краску. Краска должна быть по консистенции такая как бы, ну, не жидкая сметана. Вот я окунаю в нее. Я это делаю прямо в тюбик. У меня здесь подходящая консистенция. Вы можете это сделать в любой емкости. Я окунула все тычинки. Вы видели, как это было. И оставила их сушиться. После того, как они высохнут, я использую уже красную краску и делаю такие красные головки. Если вы посмотрите на фотографии Poinsettia, вы увидите, что там присутствует и красный цвет зачастую, и желтый. Я буду использовать вместо желтой краски желтую пыльцу такую. Можно подкрашивать краской тоже акриловой, желтой. Это вот такая искусственная пыльца для флористики. Но не обязательно ее использовать. Можно использовать микробисер. Можно даже манку, только ее нужно будет потом покрыть акриловым лаком. Я использую вот такой клей. Клей-гель. Обязательно клей-гель. По 3 грамма он в тюбиках продается. Я использую только его. Нельзя использовать обычный суперклей, иначе он вас может испачкать и испортить всю работу. Он очень текучий. Я окунаю немножко, то есть смачиваю клеем самую головку тычинки и окунаю ее обычно вначале в пыльцу, в такую мелкую, или манку какую-нибудь, или песочек мелкий, а затем вот более крупный микробисер. И теперь мы уже поговорим о некоторых особенностях валяния. Я, конечно, не буду рассказывать обо всем, некоторые только особенности. Листики, вы видели, что они у нас достаточно простой формы, но Poinsettia они имеют некоторые изгибы, даже зазубринки. Их я обычно делаю вот таким способом валяния. То есть я немного притираю больше в тех местах, где у нас должны получиться выемки. Либо можно даже ножницами сделать такие зазубринки. Вы видите, когда уже подваляли мы машинкой, я начинаю прорабатывать центральные детали. То есть то место, где соединяются наши 3 лепестка. У нас в центре там проходит, как вы помните, проволока, каркас наш. И вы видите, что на каркасе подвижная получается заготовка. То есть на каркасе она двигается. Ну, зеленые листики я тоже показываю для того, чтобы вы увидели, как я затираю край. А так, в общем, весь процесс валяния, он обыкновенный. То есть вы приваливаете машинкой или через сетку до очень хорошо такого уваленного состояния. Для живописности вашей работы очень важно получить красивый, изогнутый такой живописный край. Поэтому притирку мы ведем очень внимательно.
Интересный способ. Бывает, вам нужно затереть на икеевской пленке что-то, но у вас скользят руки. Вы можете воспользоваться таким простым способом, то есть положить сверху полотенце, и оно вам поможет избежать скольжения рук. Теперь вы видите, при помощи нашего каркаса мы можем то есть быстрее подвалять наши листочки. Я беру, их стягиваю немножко гармошкой, и потом это место приваливаю. Видите, притираю хорошенько, и листочки довольно быстро уменьшаются в размере. Единственное, с ними проблема какая, проблема, конечно, в кавычках, но их нельзя катать, потому что у нас внутри проволока, которая гнется, иначе вы ее просто испортите, нельзя мять их всячески. Поэтому я использую притирку, либо вот такое катание вдоль каркаса. Я складываю листик на листик и их катаю в руках или на икеевской пленочке. Такой способ поможет нам получить правильную форму и ее скорректировать, если это нужно. После того, как все будет свалено, уже вы получите нужный вам размер, нужно будет отполоскать ваши заготовки и их сформировать перед тем, как высушить. Формирую я в состоянии слегка влажном, отжатым, но влажным еще, не высушенным. Вы видите, на нашем каркасе очень легко можно сдвинуть форму и получить складочки, как раз такие, как у пуансетти вдоль центральной прожилки листиков. Очень помогают эти проволочки каркасные. И вы должны сформировать ту форму, которая вам понравится, и положить ее и высушить. Теперь нужно собрать серединку цветка пуансетти. Я беру тычинки, которые мы уже подготовили, и выравниваю так, чтобы они все находились, все тычинки, все головки их находились на одной высоте. То есть, чтобы серединка была ровненькая такая. Количество можно взять разное. Бывает примерно от 10 до 20 штук, может быть, и даже больше. После этого пучок я проклеиваю внутри клеем, то есть склеиваю его в пучок этот на определенной высоте. И дальше уже начинаю работать с первым рядом лепестков. Беру сначала самые маленькие лепестки, которые у нас без каркаса. Как вы видели, я их делала без каркаса, потому что они очень маленькие. И прикладываю их сбоку. Как правило, они получаются все время такие неравномерные, то есть какие-то побольше, какие-то поменьше. В мелких лепестках очень трудно добиться одинаковости. И пришиваю просто иголкой с ниткой подходящего цвета. Просто пришиваю очень плотно, стараясь так, чтобы пришить прямо к самому пучку тычинок. То есть очень-очень плотно, хорошо нужно закрепить. Чем прочнее вы это пришьете, тем прочнее получится ваш цветок. Теперь нужно уже следующий ряд лепестков прикрепить, и его я тоже пришиваю во второй ряд. То есть эти самые мелкие все лепестки, я их, как правило, сшиваю. Второй ряд у меня уже с каркасом. То есть там уже есть каркасная проволока. Пришить надо тоже очень плотно. Пришиваю точно так же, как и первый ряд, стараясь проткнуть и сам пучок тычинок. Чем плотнее и прочнее у вас получится, как я сказала, тем лучше. Отгибаю наши каркасные проволочки от центрального пучка тычинок, и эти тычинки просто-напросто обрезаю. Нужно постараться, чтобы ваш клей был выше места среза, то есть он оказался бы там внутри, и не случилось бы так, что клей оказался бы ниже. И после этого я капелькой клея проклеиваю центральную часть, там, где прикрепляются тычинки. То есть вы видели. Теперь уже идет третий ряд листочков. Вот так и возникает желание назвать их лепестками. На самом деле это листочки у пуансетти, а сам цветочек – это те самые тычинки, про которые
которую мы называем тычинкой. Это цветочки. Ну, так уж она устроена. Ну, таким образом я скрепляю все слои. Вы видели, я подкручиваю проволочки, скручиваю как бы друг с другом попарно. Ну и потом добавляю еще следующие вот 2 слоя. То есть я вначале там скрепила центральную часть, и потом нижние 2 слоя. И соединяю их все вместе. Дальше нужно весь пучок проволоки скрутить очень-очень плотно. Я здесь беру себе в помощь плоскогубцы, потому что руками это не всегда можно так хорошо и легко сделать, у кого как получится в этом случае. Ну и дальше нужно этот стебель загнуть. Ну, конечно, в том случае, если вы планируете сделать брошь, а не просто цветок, который будет у вас стоять в вазе. Этот стебель можно обернуть шерстью или же, ну, допустим, флористической лентой, которая используется во флористике. Можно пришить застежку, и вот в итоге наш цветок готов. Спасибо за внимание. Удачи и успехов всем!